Всем привет! Меня зовут Юлия Костромитина, и я вместе с вами нахожусь сейчас на канале «На одной волне», который создал Пашка Сибиряк. Сегодня он находится по ту сторону камеры, потому что он еще не достиг желаемой формы и не помещается в объектив. Ебать! С вами в эфире Пашка Ссыкун и Юлия Костромитина. Вы знаете о том, что у нас ликвидируют Дом Советов? Не знаю. 20 лет пытались построить это здание. Ё-моё, ничего себе! То есть для вас это не символ города абсолютно? Что-то новенькое построить, может какой-нибудь центр там. Они поимели, сейчас разбирают тоже имеют. То есть Памятники – это история, а без истории мы никто. может быть, мы будем сожалеть об этом. И этот выпуск выйдет в эфир благодаря охраннику. Дом Советов. Мертворожденный символ нашего города. 20 лет пытались построить это здание, дать ему будущее. Его построили на Королевской горе. То есть решили поставить жирную точку в борьбе с фашизмом. А вместо Королевского замка построить символ советской власти, который, к сожалению, так и не достиг своего апогея, своего логического завершения, и ничего в этом Доме Советов так и не случилось. Мне было 10 лет, когда его построили. А, то есть он уже стоял. Да. Какой вот... Еще по руинам лазил здесь. Серьезно? Да, конечно. И на могиле Канта то же самое. Мы там в войнушку игрались. По-настоящему. Круто. А по Дому Советов лазили? Да, конечно. Было дело? Уже подвалы были, было здесь не огорожено ничего. И постоянно здесь мотались. Там еще зашитые всякие подземелья, там вот это все забетонировано было. Поэтому нормально. Для вас Дом Советов – это и ваша история в том числе. Да. С одной И- стороны, да. Жалко, что его разбирают, конечно. Ну, ничего не сделаешь. Что-то новенькое построят. Может, какой-нибудь центр там построят. Торговый, как всегда, правильно? А как вы относитесь к тому, что Королевский замок – это же все-таки история другого государства? Или для вас это тоже вот что-то свое, что-то близкое? Ну, мы же живем здесь, для нас, для людей. Все творение. Воздух тоже для всех государств сделан, да? Солнце тоже светит всем государствам. Какая разница, Очень чье государство? интересно. Самое главное – это история, то, что мы проживаем здесь. Здесь же не один великий человек был, посещал. Это же тоже государство. Ну вот, а вы боялись, вы разбежались. Не видать вам славы. О Доме Советов я знаю немного, только какие-то слухи, которые ходят вокруг этого здания. Ну, например, что фундамент построен не очень качественный, поэтому Дом Советов в итоге не приобрел никакого будущего. Но по факту, когда я уже начала более детально изучать информацию, Дом Советов не приобрел своего хозяина. То есть не нашлись люди, которые захотели превратить это здание в символ чего-то, не захотели туда вдохнуть жизнь, скажем так, реанимировать этого ребенка, который не обрел ничего. У меня была очень классная учительница истории, Светлана Николаевна, Царствие Небесное, очень любила ее. Она преподавала историю так, что ты реально хотел узнать. Ё-моё, ничего себе! Вот это мистика. Она приплетала, кстати, мистику. Александр II родился в 1818, а умер в 1881. Я это запомнила, магия цифр. То есть это сейчас очень важно на фоне того, что мы рассказываем. Я просто показываю пример, как я запомнила вот эти вот интересные факты. Дом Советов был на 95% готов как раз-таки к 91 году, к началу самой разрухи. И поэтому реально, наверное, в то время никому не было дела до Дома Советов, потому что все думали о том, как бы выжить. Поэтому здесь, на этой площади, начали появляться стихийно какие-то рынки, торгаши. И наше прекрасное здание, наша вот эта голова робота стала эпицентром какой-то торговли, наверное. Мне бы хотелось, не знаю, наверное, чтобы здесь это стало таким культурным центром. У нас есть площадь Победы, логический центр города, а здесь я бы хотела, чтобы был какой-то культурный центр. Потому что исчезнет этот символ уходящего времени, и, мне кажется, должен появиться символ будущего, да, символ стабильного времени. Хотя какая стабильность? Мы с вами живем в 2023 году. Какая нахрен стабильность? Как вы относитесь к тому, что у нас ликвидируют Дом Советов? Ваше отношение к этому событию? Вы имеете в виду реконструкцию? К сожалению, не реконструкция, а полная ликвидация. Ну, понятно. Вы знаете, я не знаю. Место, конечно, хорошее.
интересная. И вот эта вот громадина, конечно, очень много места занимает. Но я думаю, что, конечно, столько денег потрачено на то, чтобы возвести, и теперь столько же будет потрачено на то, чтобы убрать. Я не знаю. Бля, кстати, здесь ни разу. Ебать! Главное, чтобы это не было моим последним кадром, когда мне на башку свалится какой-нибудь кирпич. По поводу всех легенд, которые витают вокруг Дома Советов. Если бы Дом Советов не появился здесь в 90-е годы, и если бы Кёнигсберг не стал достоянием Советского Союза и не стал Калининградом, похожее здание появилось бы не прямо здесь, а там 400 метров севернее от Королевской горы. Потому что в 1938 году в Германии, в Кёнигсберге, был утвержден проект Дома труда, правильно он назывался, по-моему, да, Дом труда, который примерно был похож на наш нынешний Дом Советов. Вот. Такая легенда существует. Еще существует множество легенд о проклятии Королевского замка, потому что для строительства Дома Советов был разрушен фундамент Королевского замка, здесь все сравняли с землей и построили символ советской власти, Дом Советов, где должны были находиться все административные единицы города, но так и не переехали сюда. Дом Советов, который находится за вашей спиной, является для вас символом города Калининграда? Да, вообще, когда я только приехали, я его воспринимала как вот, это Калининград. И сейчас, когда его убирают, мне очень грустно, потому что это как достопримечательность местная. Поэтому немножко расстроена, что убирают. А вы знаете историю создания этого здания или не знакомы? Я чисто так поверхностно знаю. Знаю, что его сносят, потому что там какие-то юридические, неюридические. А историю не знаю. А что, на ваш взгляд, впишется идеально вот в эту местность вместо Дома Советов? Честно, я думала об этом, что бы могло бы быть вместо него, но мне ничего не приходит в голову, только тоже какое-нибудь другое здание, более крутое. Очередное. Да. Дом Советов – это символ не только советской власти, но и символ, наверное, объединения людей, потому что в строительстве принимали участие самые лучшие архитекторы, строители не только нашего города, но и, в принципе, всего Союза. Материалы поставлялись из Белоруссии, из самых отдаленных уголков нашей страны. Самые лучшие стройматериалы были использованы при возведении здания. Кто-то говорит, что через несколько лет оно изживет себя, само разрушится. Нет. Дом Советов был построен реально на века, потому что такие технологии использовались, которые не были распространены в то время. И еще очень интересный факт, что во время возведения Дома Советов был обнаружен родник с чистейшей кристальной водой. Но его пришлось затампонировать, потому что Дом Советов должен был стоять несмотря ни на что. Вы знаете о том, что у нас ликвидируют Дом Советов? Не знаю. Не знаете? Не знаю. А вы вообще помните, как возводился Дом Советов? Как его строили? Вот долгостроили. Да. Помню. А как вы думаете, правильно ли делают, что его сносят? Вот это я не могу сказать. Понимаете, затрат, не очень много тратили затрат. Но почему сносят или как, не могу объяснить. Я в строительстве профан, но это все деньги наши, калининградские. А что бы вы хотели увидеть на месте Дома Советов? Ой, я даже не помню, что было. Я помню, там был замок, когда мы приехали в 46-м году здесь. Вы в 46-м году переехали сюда к нам? Папа с мамой, да. Ничего А себе. меня ездила мама рожать в Туркмению. А сколько вам лет было, когда вы переехали к нам в город? Бабушке было плохо, моей, и сестра вызвала ее в Туркмению, там она жила. И мама уехала туда, а там у них холера. Ее оттуда не выпустили. Ей пришлось рожать мне там. Из Калининграда ехать на Каспийское можно рожать. И мы в 49-м году, в конце 49-го года приехали. А мама с папой тут жили после войны. Ничего себе. А вы гуляли среди развалин Королевского замка? Да. Я пешком ходила. Я училась в 7-м интернате. У нас папа умер, мне здесь все это было. Ходила пешком до мясокомбината. Вот там трамвайная линия была. И вот я по трамвайной линии вот замка ходила.
А вы бы хотели, чтобы воссоздали Королевский замок, и он снова возвышался на Королевской горе? Ну, конечно, что это наша Достопримечательность. Зубы плохо. Вот, так что, А вы считаете Калининград своим родным городом? да. Да? И в Туркмении я родилась только там. Ну, я только родилась на Каспийском море, а всю жизнь жила на Балтийском море. Поделитесь, откуда вы приехали к нам в Калининград? Я приехала из Брянска. Вы как турист приехали или на Да, ПМЖ? как турист просто, да. Как турист. Посмотреть, да, мы слышали информацию про то, что здесь где-то находились развалины замка, мне стало интересно, на экскурсии в кафедральном нам сказали. Мгм. И я решила прийти сюда посмотреть, где это может быть. А Ну, поделитесь, пожалуйста, Дом Советов для вас является символом Калининграда? Нет. То есть вы не ассоциируете не Дом Советов? ассоциирую, да, что-то у меня как-то ассоциации не было. А с чем у вас наш город ассоциируется? Ну вот с кафедральным, собственно, у меня знакомая тут приезжала сюда и рассказывала, что ей очень понравился органный концерт и понравилась, в принципе, атмосфера города, вот эта старинная история города, и очень заинтересовала. Я по ее совету пошла на экскурсию, покаталась по реке на катере и очень понравилось, как бы интересно, познавательно, здорово. Про Дом Советов, кстати, не знаю, его, наверное, сносят, да? Да. Паспорт объектов там Мгм. сносят его, да? Да, его разбирают. А будут восстанавливать этот замок или эти руины как-то вот, приводить в какой-то вид, чтобы туристам рассказывать про это больше? Ну, сейчас в данный момент идут споры и разговоры, что же будет на месте Дома Советов. Кто-то очень хочет, да, чтобы был восстановлен Королевский замок. Я Кто-то из этих хочет... людей. Да, кто-то хочет парковую зону здесь, кто-то парковку. То есть мнения абсолютно разнятся. И все они разные, и по-своему, наверное, хороши. А что, по-вашему, самое запоминающееся в Калининграде? Самое запоминающееся? Да, что для вас? Надо подумать. Для меня архитектура. Какие-то элементы архитектуры, которые вот дом. Такое ощущение, будто я приехала в гости к родственникам в их большой дом. То есть для меня, вот сколько я ездила по разным городам, например, есть города, где ты чувствуешь себя гостем. То есть ты прямо вот приехал, но ты понимаешь, что ты в гостях, и как-то вот такое вот ощущение. А сюда я приехала, такое ощущение, будто я к родственникам приехала. Да, то есть у меня нет здесь родственников, я, в общем, тут никого нет. Но такое ощущение, будто это вот большой дом, и он со своей атмосферой, даже домовые у вас здесь хомлены. Да, хомлены Да, наши. познакомилась уже. И, то есть, я как бы вот в гости, и надеюсь еще вернуться обязательно. У вас очень красивый город, вы молодцы. Спасибо большое. Юль, нам нужно за туалетной бумагой. У меня объектив Ты боишься описался. идти туда, что ли? Объектив описался, надо его Да, протереть. мне кажется, ты просто зассал туда идти. Поэтому тебе туалетная бумага нужна. Вот мокрая. С вами в эфире Пашка Ссыкун, Юлия Стремитина. И прямо сейчас мы отправимся на Дом Советов. Юлька влажная. Если Пашка не засыпет. Опять. Я ни разу не была, ни разу не нарушала закон. О! Значит, нам тоже можно. О, там собака. Ой. А хер его знает, но она полумертвая. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, Уберите камеру, пожалуйста. Уберите камеру. мы для истории снимаем. А как вы относитесь к Дому Советов? Для вас он что? Вы помните, как он строился? Нет, Не помните? нет. А как вы относитесь к тому, что его ликвидируют? Это разве в моего мозгах ума дело? Кто строил, они поимели. Сейчас разбирают, тоже имеют. Ну, То есть вы не считаете Дом Советов частью своей истории? Для вас он не... не в этом дело, что я считаю. Я и очень маленький человек, чтобы такие вещи считать. Вы, когда перед чемпионатом вот пластиковые окна поменяли, знаете, сколько денег потратили? Не представляю даже. Я просто не могу Ну, представить. даже я не говорю, построили, потратили.
поломали вот этот Королевский замок, да. Королевский замок, сколько денег оттуда кто-то чей-то карман ушел. Вот оттуда и начинается. А так сейчас пришли бедного сторожа, снимайте и записывайте. Не надо называть себя маленьким человеком, вы часть истории. Мы еще не зарабатываем. Мы только хотим это начать делать. И вот решили начать со знакового события. То есть Давайте лучше договориться на какой-нибудь специальный день лучше. Мы согласуем момент. Можно. Да? Да. Мы бы даже пообщались вот с людьми, которые принимают участие сейчас в этом всем. А на какой день можно согласовать это все? Ну что, нам позвонят, чтобы согласовать день съемки, и мы сможем пройти на площадку, взять интервью у людей, которые сейчас разбирают Дом Советов. Это все будет официально. Я познакомилась с людьми, которые непосредственно руководят сейчас ликвидацией Дома Советов. Расскажите, пожалуйста, вы в Калининграде живете? Да. Всю жизнь? Да, здесь родилась. Что для вас Дом Советов, вот по вашему мнению? По моему, не совсем красивое здание, которое вот как раз нужно было бы, мне кажется, разобрать, потому что используется совершенно не в тех целях. Ну, по мне, так оно портит вид города, честно. То есть для вас это не символ города абсолютно? Нет. Гораздо симпатичнее, если бы здесь было бы действительно то, что было до, а это замок. Соответственно, в каком бы он ни был бы виде, там восстановленный, или даже это были бы руины, мне кажется, это было бы гораздо интересней в качестве исторического какого-то наследия, да и, в принципе, для города, для туристов, для жителей. А это здание, оно никаким образом не эксплуатируется, ну и зачем оно? Чтобы туда лазили и что-то делали. А что для вас символ нашего города? Ну, я не могу сказать, что есть какой-то определенный символ. Наверное, больше какие-то все-таки исторические места и природа. Вот я бы так больше сказала. То есть обобщила бы достаточно. Чего-то определенного на ум не приходит, честно. Для вас вот Дом Советов был ли символом города Калининграда? Да, был. Жалко. Все-таки была ассоциация, да? Да, мы сейчас купили открыточки, дома в рамочке поставили, очень приятно. Вы сожалеете о том, что уходит символ эпохи? Да, жалко. А что бы вы хотели видеть на месте Дома Советов? Вот есть какие-то предположения? Ну, наверное, все-таки детский парк. Парк, да? Да. Парк отдыха, чтобы был газон, чтобы могли люди прийти со своими пледиками, сесть, отдохнуть. Что-то, наверное, такое. Но у нас, мне кажется, в городе не хватает музея кёнигсбергской истории. Вот прям конкретно. У нас чуть-чуть там, чуть-чуть тут что-то. А чтобы вот прям ты зашел и от и до понял историю города, такого, мне кажется, нету. Поэтому смотрите канал «На одной волне», и вы узнаете. Поэтому, да, подписывайтесь на канал «На одной волне», чтобы быть с нами в На одной потоке волне. истории, на одной волне. Такие сидим эксперты истории. Ну, недавно услышала такую фразу, что вся история — это же не только какие-то события, да? Это же и люди. Вот тот охранник, он часть истории, он словно вот какая-то песчинка в этой... Только злая часть этой истории. Ну нет. Но это его работа, его можно понять. Его работа, да, но я ему пыталась доказать это, что сейчас на ваших глазах творится история, а он этого не понимает. Вот как люди, которые помнят Королевский замок, его руины, и помнят, как их сносили, и как строили Дом Советов, они являются частью этой истории, потому что они это помнят, они видели своими глазами, а я могу только это на слух воспринимать. Вот это очень важно, когда ты понимаешь свою значимость в этой истории. Ты прям философ. Ты случайно не родня Канту? Или тоже с Иркутска приехала? Я просто читаю сейчас книгу,
что-то «Тени нашего прошлого», что ли, называется. И там главная героиня, она историк. И она вот эти вот умные фразы задвигает про историю. Ты их выписываешь, учишь, а потом выпуски произносишь. Да, на самом деле я сразу себе на ус намотала, что между вот этих вот кирпичиков истории, исторические события — это такие кирпичи, а трещины в этих кирпичиках — это люди, которые оставляют свой след. Ну вот да, например, пусти этот охранник нас туда на объект, мы бы записали видео, да? Он бы уже изменил какой-то ход. А сейчас он не пустил, он обезопасил наши головы от падающих камней. И этот выпуск выйдет в эфир благодаря охраннику. Лайк. Лайк охраннику. Да. Мы даже не спросили его имени. А скажите, откуда вы приехали к нам? С Курска. Учиться, жить? Нет, я здесь уже как год живу, получается. Да? Да. А вы как житель другого города воспринимали Дом Советов как символ Калининграда? По-своему, да, он такой большой, его отовсюду видно, и как бы, да, здание прям запоминающееся само по себе. Как вы относитесь к тому, что символ эпохи уходит, покидает наш город? Честно, грустно, потому что как бы здание олицетворяло по-своему город. Видишь это здание, вспоминаешь Калининград, поэтому грустно с одной стороны. Очень интересно. А что бы вы хотели, чтобы здесь находилось? Вот как вы думаете, что идеально впишется в архитектуру города вместо Дома Советов? Ну, может быть, какой-нибудь парк. Вполне возможно, что парк, он как раз будет сочетаться с деревней, с Рыбной, которая находится позади. Мне кажется, оно может смотреться достаточно неплохо, если будет продолжение парка своего рода. Вы помните, как его возводили? Помним. Да? Да. А на месте чего появился Дом Советов? На месте, а тут Королевский замок был. А вы помните сам Королевский замок, останки его? Останки помню. Вы гуляли среди них? Ну, как и гуляла. Проходили. Раньше некогда было гулять. Это теперь Работали, раньше работали. Когда было гулять? Ну, проходили мимо, видели эти останки. Да. А что для вас Дом Советов? Вот вы считали его символом нашего города? Ну, считали, что думали. Думали, да, Так, хотели он переехать нас сюда. говорил, что они переедут уже. Да, и будут дом тут, этот там строили, жить. Мы думали, они все сюда, начальство тут их нет. Будет жить, и они тут будут. А тут раз еще Да. забраковали. А теперь рушат. Вы сожалеете немного о том, что Дом Советов все-таки уходит из города? Мы сожалеем, что потрачено столько денег и опять тратить деньги. А что бы вы хотели, чтобы появилось на месте Дома Советов? Я даже не представляю, что здесь будет. Пишут, одни пишут, что это будет парк, а другие пишут, что что-то будут строить новые. Так что версии разные. Мы уже это не увидим, что они тут построили. Уже в следующем году, надеемся, начнется стройка, вы все увидите. Возведение, разрушение и становление будущего. Они нас еще сказали, только к июлю, что ли, доделают. Так что Разрушат да. до основания. Спасибо вам большое. А потом новый мир Ну, ты построят. чего, хотя бы зонт какой-то держала бы. Да ничего, не переживайте, ни сахарная не растаю. Всего Надо доброго. голову беречь. Спасибо. Знаете, что меня поражает больше всего? Со временем меняется отношение к каким-либо вещам. Вот, например, в советское время власть стремилась уничтожить все, что принадлежало в какое-то время Германии. Да? Королевский замок сравняли с землей, уничтожили полностью какую-то символику государства. А сейчас мы сожалеем о том, что мы не сохранили эти памятники архитектуры, эти культурные памятники, это наследие, которое пусть и не принадлежало нам, но все равно является, не знаю, является собой красоту, духовность других народов, что тоже, я думаю, важно было бы и нам, как калининградцам, людям, которые живут на земле, которая принадлежала Германии. Было бы интересно наблюдать за этим и жить среди этого. А сейчас, сегодня, в современном мире мы избавляемся от символа советской власти, советской эпохи. Может быть, мы будем сожалеть об этом, потому что все-таки у многих Калининград ассоциировался с Домом Советов. Но все равно нам нужно двигаться в будущее, смотреть в будущее. И, может быть, на месте Дома Советов возникнет прекрасный памятник будущего. Можно спросить у вас ваше отношение к Дому Советов, к тому, что его сносят? Как вы считаете, правильно ли это? Мы сами не местные.
А откуда вы приехали к нам? В гости приехал с Кабардино-Балкарии. А вы знаете вообще, что Дом Советов – это символ города? Нет. Нет, не Я знаете? первый раз здесь. А что для вас Калининград? Вот как вы его воспринимаете? Как какой город? Что вам больше всего нравится? А в каких целях интересуетесь? А мы для себя снимаем историю нашего города, такой исторический момент, что у нас ликвидируют Дом Советов, это символ эпохи, мы узнаем отношение гостей города, жителей города к этому событию. И для кого, вернее, что является символом Калининграда Я вот для вообще людей? против, когда памятники сносят. Да? То есть Памятники это история, а без истории мы никто. Спасибо большое. Мне кажется, это правильное мнение, да, что памятники – это история, но Дом Советов же воздвигли тоже на месте памятника истории, но немецкой истории. И тут такое двоякое мнение. И, в принципе, такое отношение к этому событию тоже имеет место быть, что памятники – это наша история, какими бы они ни были. На этом наш первый выпуск подошел к концу. Мы пообщались с людьми, узнали их мнение и отношение к Дому Советов. Считали ли они его символом нашего города и сожалеют ли они о том, что символ эпохи, символ советской власти уходит в небытие. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях вашим мнением о Доме Советов. Является ли это здание символом города? Грустите ли вы о том, что оно уходит от нас? И мы надеемся, что в скором времени мы снимем выпуск о том, что будет находиться на центральной площади вместо Дома Советов. Подписывайтесь на наш канал, если хотите узнать еще много интересного о нашем городе, о наших людях и о том, что ждет в будущем наш город. Хорошего дня. Всем пока. Хватит подливать, а то не уйдем отсюда. Еще работать нужно. Так, ну что? Ну что, поработаем. Да, кушать подано, садитесь жрать. Давай за удачный старт. Напишите плохой комментарий, какой я ужасный. Да, как ужасно Пашка хлюпает. Что приятного аппетита. Спасибо, тебе тоже. Все, И вам, отключаемся, если кушаете, есть хочется. приятного пипец. аппетита.